Привет, друзья! Вы задумывались, что будет, если самый громкий голос эпохи внезапно замолкнет и главный политик Америки потеряет запас энергии? Сегодня я расскажу историю Дональда Трампа, нового президента США, и попробую понять, почему Трамп скоро выдохнется. Обязательно досмотрите видео до конца, чтобы узнать, что ждет Америку дальше. Дональд Трамп — человек, который переписал правила политики, пережил импичменты, суды и насмешки. В 2024 он сделал то, что казалось невозможным — стал президентом США во второй раз. Его сторонники ликуют, а враги в ярости. Но за этим триумфом скрывается вопрос, который задает себе вся Америка. Что, если его победа — начало катастрофы? Он обещает мир, но сеет войну. Он клянется встать на защиту страны, но его слова ставят Америку под удар. За громкими лозунгами — пустые обещания, а в тени — часы, отсчитывающие время до краха. Как человек, дважды переживший политическую смерть, снова захватил власть. Кто за ним стоит? И почему даже его победа пахнет поражением? Это история о триумфе, построенном на песке. И песок уже уходит из-под ног. Дональд Трамп родился с золотой ложкой во рту, сын нью-йоркского застройщика, наследник семейной империи. Но быть просто преемником отца мало для Дональда. Он хотел стать легендой. И у него получилось. Он сделал из своей фамилии бренд. А потом бренд превратился в религию. Уже в 80-х его имя сияло на небоскребах. Трамп Тауэр — символ богатства, казино в Атлантик-Сити — храмы азарта. Он продавал роскошь и успех задолго до того, как продал мечту о Великой Америке. Но за позолотой скрывались долги. Банкротство следовали одно за другим. Казалось, крах неминуем. Но Трамп знал, что падение — это начало, а не конец. Его книги учили искусству сделки, порождая новое поколение бизнесменов. Но что, если его главная сделка с собственной судьбой таила скрытый пункт? Все, чего он касался, обретало блеск и трещины, небоскребы, казино, президентство. Сможет ли он на этот раз избежать краха? Или история повторяется? Открытая политическая деятельность Трампа началась с того, что в конце 80-х годов он публично заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента. С тех пор Трамп постоянно интересовался политикой, хотя его не считали серьезным кандидатом. Все изменило шоу «Кандидат». Миллионы зрителей смотрели, как он тыкал пальцем в проигравших с криком «You're fired!». Это был не телеэфир, а репетиция. Он понял, политика — та же игра, но ставки выше. В 2015-м он вышел на сцену с речью, которая взорвала штабы Старой Гвардии. Мексика присылает нам наркоманов и преступников, заявлял он, а зал ревел от восторга. Противники смеялись, он клоун. Но клоун взял микрофон и переписал правила. Его кампания была театром без антрактов. Он писал твиты в 3 часа ночи, оскорблял оппонентов, а СМИ хохоча крутили его выступления 24/7. Он же шут, думали демократы. Но за шуткой стоял гений медийной манипуляции. Он обещал осушить болото Вашингтона, клялся построить стену с Мексикой и разбомбить террористов. Ни планов, ни деталей, только лозунги, игравшие на нервах миллионов. Рабочий класс ржавого пояса, забытой глобализации, увидел в нем мессию. «Он говорит, как мы!» — кричали они, махая красными кепками. «Make America Great Again». 8 ноября 2016 года Америка проснулась в шоке. Хиллари Клинтон, икона истеблишмента, проиграла. Трамп, над которым смеялись, взял Белый дом. Это был протест против всей системы, шептали аналитики. Но он знал правду. Это был бунт, а он его предводитель. Но что, если его победа стала началом конца? Америка еще не поняла. Наняв кандидата в президенты, она сама стала участником его шоу. А в шоу Трампа проигрывают все, кроме него самого. Он вошел в Белый дом под рев толпы и гул недоверия. Январь 2017-го. Дональд Трамп, человек, назвавший политику грязной игрой, теперь держал в руках ее главный приз. Но его победа была как разорвавшаяся бомба. Одни праздновали, другие не верили, что это вообще возможно. Уже в первую неделю он подписал указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства, потом выход из Парижского климатического соглашения. «Мы вернем рабочие места», — обещал он, разрывая договоры, которые называл грабежом. Мир ахнул, а его сторонники кричали: «Наконец-то наш президент!». Он приказал строить стену на границе с Мексикой, объявил запрет на въезд из мусульманских стран и назвал СМИ врагами народа. Каждый день новый твит-снаряд, каждая неделя новый скандал. Его стиль — хаос как стратегия. Оппоненты не успевали огрызаться, а сторонники ликовать. К концу 2017-го Трамп протолкнул закон, сокративший корпоративные налоги с 35 до 21%. Уолл-стрит взлетела, но критики заявили: это подарок миллиардерам, а не рабочим. Трамп улыбался: вы устанете от побед. Но страна уставала от бесконечной войны. С ним против него, внутри себя.
Недовольные задавались вопросом: а что, если его избрали нечестно? Расследование Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы стало кошмаром Белого дома. Трамп называл это охотой на ведьм, но каждый день СМИ выкатывали новые подробности. Встречи его команды с российскими агентами, лживые показания, твиты угрозы. Америка замерла. Станет ли он первым президентом, свергнутым до конца срока? В 2019-м демократы начали импичмент за давление на президента другой страны с целью раскопать грязь на Байдена. Идеальный разговор, как назвал это Трамп, обернулся обвинениями в злоупотреблении властью. Сенат оправдал его, но трещина в фундаменте власти уже зияла. 2020. Пандемия коронавируса. Трамп называл вирус фейком, советовал пить дезинфицирующее средство и спорил с учеными. Пандемия стала для Трампа зеркалом, в котором смешались самоуверенность и слепота. Когда вирус вышел из Уханя, он назвал его сезонным гриппом. А закрытые границы с Китаем своим триумфом, но внутри страны царил хаос, штаты дрались за аппараты ИВЛ, а он твердил: мы идеально справляемся. Его пресс-брифинги напоминали сюрреалистичное шоу. В апреле 2020-го Трамп шокировал мир, предложив лечить ковид инъекциями дезинфицирующего средства. Он объявил войну маскам, назвав их символом слабости, а своих сторонников призвал освободить Америку от карантина. Но страна уже устала от громких заявлений, погибли сотни тысяч людей, а рейтинг Трампа рухнул. Его борьба с пандемией стала метафорой всего президентства. Громкие лозунги, война с фактами, ставка на чудо вместо стратегии. Он ушел, оставив после себя не только сотни тысяч смертей, но и расколотую страну, где ношение маски стало политическим манифестом. И даже тогда он повторял: «Это не я проиграл, это меня предали». За первым импичментом в 2019 году последовал второй в 2021. Дональда Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и подстрекательстве к мятежу в Капитолии, но он был оправдан. Даже поражение на выборах 2020 года Трамп превратил в миф об украденной победе, раскачав основы демократии. Казалось, это конец. Но Дональд Трамп не ушел. Он остался тенью республиканской партии, выжидающей своего момента. К 2024-му он уже не просто баллотируется в президенты, он диктует правила игры. И когда господин Трамп снова вышел на сцену, партия склонила голову. Титан вернулся, чтобы бросить вызов самой логике истории. Но что, если его триумф — лишь ступень к падению? Его первый срок стал зеркалом Америки, блестящим и треснутым. Он переписал правила политики, но не смог переписать реальность. А что же происходит во второй срок? 2024. Америка, измученная бесконечными кризисами, оглянулась назад, туда, где призрак великого прошлого манил огнями громких обещаний. И Дональд Трамп, как феникс, возродившийся из пепла, дал ей то, чего она жаждала — простые ответы на сложные вопросы. Но как Трампу после оглушительного провала удалось вернуться на пост президента, разберемся в причинах. Причина первая — усталость. Усталость от политиков, чьи лица слились в серую массу пустых речей. Бунт Трампа против системы стал глотком кислорода для тех, кто верил, что власть давно их не слышит. Причина вторая — магия старого лозунга. Сделаем Америку снова великой, будто перезапуск любимого сериала. Зрители знают все сюжетные повороты, но все равно ждут хэппи-энда. Ностальгия по 2017-2019 годам, когда биржа росла, а границы были закрыты, затмила память о хаосе, пандемии и погромах у Капитолия. Трамп продавал прошлое как будущее, и избиратели его купили. Но в этом и парадокс. Трамп победил, потому что говорил о прошлом. Он строил кампанию на воспоминаниях, а не на планах. Его успех — это победа ностальгии над реальностью. Но что будет, когда песок иллюзий окончательно просочится сквозь пальцы? Когда стена обещаний треснет и время ностальгии истечет? Кто стоит за победой Трампа? Его армия не монолит. Это лоскутное одеяло из гнева, надежд и страхов. Те, кто верит, что он последний щит между ними и хаосом. Но кто эти люди, готовые пойти на бунт ради него? Первый фронт — радикальные республиканцы. Не просто консерваторы, а настоящие революционеры. Они видят в Трампе молот, которым можно разбить глубинное государство. Их лозунг — никаких компромиссов. Они не боятся сжечь мосты, даже если это мосты их собственной партии. Второй фронт — рабочий класс ржавого пояса. Индиана, Пенсильвания, Огайо — земли, где когда-то без устали работали заводы. Теперь здесь ржавеют цеха и цветет отчаяние. Трамп дал им врага. Китай, иммигранты, Вашингтон. Он клялся вернуть простым американцам гордость, даже если для этого придется повернуть время вспять. Они верят ему, потому что больше верить некому. Третий фронт — неожиданная поддержка цветного населения. Трамп взял большой процент голосов латиноамериканцев. Они оценили его жесткость на границе и налоговые послабления для малого бизнеса. Но что объединяет этих людей? Страх перед будущим, где их голос никто не услышит. Трамп стал их щитом, но щит из пепла — плохая защита. Когда ветер реальности усилится, что останется от этой армии?
Еще одно оружие в руках Дональда Трампа — социальные сети. Truth Social, созданный Трампом, это цифровой ковчег для тех, кому надоело молчать. Платформа, где Трамп говорит без фильтров. Здесь его голос не режут модераторы, а противники тонут в волне гнева. Каждый пост — снаряд. Следующее оружие массового поражения в медийной битве Трампа — мемы. Поколение TikTok смеется над картинками с Байденом, но не замечает, как мемы становятся их мнением. Трамп не убеждает, он вирусится. И пока демократы пишут манифесты, он захватывает экраны. Соцсети изменили правила. Теперь главный не тот, кто управляет страной, а тот, кто заполонил ленту новостей. Трамп это понял первым. Но что будет, когда фейки станут реальностью? Когда мемы заменят факты? В цифровой войне нет законов, есть только победители. Поговорим про то, что происходит сейчас и что уже успел сделать Трамп в кресле президента. Первые 100 дней. Время, когда обещания должны стать реальностью. Но вместо триумфа мы видим хаос. Трамп, как и в 2017-м, бросает вызов системе. Радикальные иммиграционные реформы, жесткая торговая война с Китаем, попытки укротить глубинное государство. Но на этот раз оппоненты готовы. Каждый указ встречает стену судебных исков, каждый твит — волну возмущения. Даже союзники шепчутся. Он потерял связь с реальностью, обещал молниеносный мир, а в ответ эскалация конфликта. Даже базовая поддержка республиканцев дает трещину. Слишком много шума, слишком мало результата, цитирует сенатора-однопартийца The New York Times. История любит повторяться, но иногда как кошмар. Первые 100 дней второго срока Трампа все больше напоминают не победоносное шествие, а спуск в политическую бездну. Станет ли этот эксперимент роковой ошибкой Америки? Или у господина президента еще остались козыри в рукаве? Перед выборами в 2024 году Дональд Трамп нуждался в новых союзниках. Одним из них стал Илон Маск. Гений, провокатор, человек, чьи твиты двигают рынки. Их странная дружба началась с взаимного восхищения. Но чем она обернется для Америки? Когда-то они казались полярными противоположностями. Трамп — голос традиции, Маск — пророк будущего. Но политика способна создавать странные союзы. И Маск начинает активно поддерживать Трампа. Но зачем? Одни видят в этом игру со свободой слова, другие — желание влиять на власть из тени. И вот начало второго президентского срока Трамп обещает технологическую революцию, а Маск становится его советником де-факто. Совместные проекты колонии на Марсе, запрет электромобилей конкурентов, кибервойна с либеральными СМИ. Но за фасадом единства трещины. Маск требует привилегий для бизнеса, Трамп жаждет лояльности. Их альянс держится на деньгах и амбициях. Но что, если чаша весов качнется? Поговорим про главных противников Трампа. Все началось с демократов. Хиллари Клинтон, Джо Байден, Нэнси Пелоси, лица глубинного государства, как он их называет. Они бросили вызов его власти. 2 импичмента, расследование, попытки выставить его узурпатором. Но Трамп вышел из огня, словно феникс, крича «слабые». Тем временем медиа, его вечный враг, бьют без пощады. CNN, New York Times, Washington Post — фабрики лжи, по словам господина президента. Но опаснее всех оказались те, кого он считал своими. Майкл Коэн, личный адвокат, ставший свидетелем обвинения по делу о мошенничестве Трампа. Бывший советник Джон Болтон, раскритиковавший президента в своей книге «Комната, где это произошло». Они знают его тайны, их слова безумно опасны, но Трамп парирует: лжецы. Сейчас же главный враг Трампа не люди, это время. Чем громче он кричит «я непобедим», тем громче тикают часы. Его последователи верят, но вера — ненадежный щит. Когда последний союзник предаст, а последний суд вынесет приговор, что останется? Тень у власти или клетка? Он борется с призраками прошлого и демонами будущего. Его падение станет финалом эпохи или новым витком бесконечной войны. Америка замерла в ожидании, а тени у трона сгущаются. Сейчас рассмотрим прогнозы и предположения. Обещания Трампа, когда-то громкие как фанфары, рассыпаются, словно карточный домик под ветром реальности. Стена с Мексикой — лишь бетонный скелет, ржавеющий под солнцем. Заводы ржавого пояса молчат, как могильники былой славы. Инфляция пожирает сбережения, а соцсети взрываются язвительными мемами. Где Великая Америка? Республиканцы, еще вчера преданные, шепчутся в кулуарах Капитолия. Он ведет нас к краху, но Трамп не слышит. Он верит, что время — его союзник. Пока не наступает 2026. Огромное количество исков и уголовных дел против господина Трампа всплывают как призраки из прошлого. Он вновь протестует, но присяжные больше не верят в сказки.
В каждом штате его ждут решетки и адвокаты. Бунт сторонников. Молодые республиканцы, уставшие от войн прошлого, требуют новых лиц. Марджори Тейлор Грин, когда-то его верный солдат, ищет нового мессию. Митинги пустеют, вместо океана красных кепок, лужицы пенсионеров, цепляющихся за эхо величия. Его риторика, когда-то взорвавшая толпы, теперь звучит как заезженная пластинка. Выборы 2028 года. Трамп клянется баллотироваться снова. «Я никогда не уйду», — рычит он, но голос хрипнет, а руки дрожат. Демократы выводят на сцену нового героя, молодого, яркого, без груза скандалов, и Трамп уходит из политики навсегда. А что, если он выиграет время, расколет Конгресс как гнилое бревно, назначит судей, которые скажут «король может все», заткнет СМИ исками, превратив правду в преступление? Америка станет полем битвы, где Трамп — вечный главнокомандующий, его культ религии, критика ересью. «Я — Америка», — скажет он, и миллионы, как в трансе, продолжат. Аминь. Когда счета за величие придется платить, даже слепая вера дрогнет. Его империя, построенная на страхе и ностальгии, рассыплется как песок в урагане. И тогда мир увидит правду. За золотым фасадом лишь груда лжи, судебных повесток и пустых кепок. Но пока он у власти, финал не написан. Возможно, он снова всех удивит. Или станет первым президентом, правящим из тюремной камеры. Америка затаила дыхание. А часы тикают. Его история началась с огня амбиций, провокаций и обещаний. Но теперь пламя, которое он разжег, пожирает все на его пути. Дональд Трамп, король хаоса, стоит на краю пропасти, которую вырыл себе сам. Его триумфы стали трещинами, враги — тенью каждого решения. Он переписал правила политики, превратив ее в шоу. Но шоу не может длиться вечно. Занавес медленно опускается, республиканцы шепчутся за его спиной, демократы точат ножи, а улицы гудят, как раскаленный котел. Его власть держится на страхе. Страхе перед будущим, страхе друг перед другом. Но страх имеет срок годности. Когда последний сторонник усомнится, а последний судья опустит молоток, что останется? Империя из песка, которую смоет первая же волна реальности. Остается лишь один вопрос. Когда рухнет карточный домик его власти, станет ли это концом эпохи или началом новой? Возможно, даже он сам не знает ответа. Но одно ясно. В шоу под названием «Трамп» финал пишет не он. А что вы думаете, смогут ли демократы вернуться в следующий раз? Или Америка окончательно стала страной Трампа? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь.